Всем большой привет, с вами Юля, и сегодня я поделюсь с вами самым, на мой взгляд, крутым методом, как быстро и легко помыть кисти для макияжа. Вам не нужно ничего для этого покупать, никаких специализированных средств. То, что вам понадобится, я уверена, стоит у вас на кухне. И забегая вперед, я скажу, что это не тот метод, что мы сейчас с вами пойдем в ванну и помоем детским шампунем кисточки, а потом я расскажу, что их надо сушить вот так. Нет, это действительно весьма необычный способ, и, скорее всего, он вызовет у вас такое поначалу скептичное отношение. Во всяком случае, у меня так было. То есть, когда мне первый раз об этом рассказали, и это было много лет назад, и я жалею, что я тогда не попробовала, потому что я не поверила, что кисти так могут отмыться. У меня просто была такая реакция: да ну, да не может быть. Но в последнее время я стала замечать, что мои кисти недостаточно чистые, и как-то меня стал напрягать процесс отмывания кисточек. Мне хотелось бы, чтобы это занимало как можно меньше времени. И я вспомнила об этом способе и решила его попробовать. И он оказался действительно максимально простым, быстрым и эффективным. И все, что вам для этого понадобится, это растительное масло. Да, вы не ослышались, обычное растительное масло, рафинированное, без запаха, которое стоит у большинства хозяек на кухне. Конечно, вы можете извратиться и взять какое-то дорогое масло, косметическое, или, не знаю, оливковое масло первого отжима, но в этом нет никакой необходимости. Лучше всего, чтобы это было такое простое рафинированное масло, без запаха, полностью очищенное. И второй компонент — это средство для мытья посуды. Да, но не спешите падать в обморок. Я не предлагаю вам мыть кисточки средством для мытья унитаза. Это средство для мытья посуды. Вы моете этим посуду, тарелки, вилки, ложки, то, чем вы потом едите еду. Нет никакой трагедии в том, что вы помоете этим свои кисточки для макияжа. Конечно, в идеале, чтобы это было средство для мытья детской посуды или антибактериальное средство. Но у меня сейчас вот такое, и поэтому я буду делать тем, что у меня есть. Девчонки, вот смотрите, и дальше вы берете какую-то вот такую пластиковую штуковину, которая вам не очень нужна. Чем больше на ней будет вот таких неровностей, тем лучше. И теперь мы берем средство для мытья посуды. Так, слегка наливаем. И точно так же наливаем растительное масло примерно в таком же количестве. То есть постарайтесь, чтобы ингредиентов было пополам, 1 к 1. Дальше берем кисточку и как бы смешиваем в этой посудине два средства. Посмотрите, моментально просто выходит вся грязь. Для этого совершенно не надо трогать кисточку руками. И вся косметика, и вся грязь, которая была на нашей кисточке, она очень хорошо растворяется вот этим вот составом. И теперь нам нужно просто промыть ее под проточной водой. Ну вот перед нами чистая кисточка, и как вы сами видели, все это было очень-очень просто. Теперь осталось ее только просушить. Сушить кисточки, конечно же, надо вот так вниз ворсом, чтобы влага не скапливалась вот здесь вот у основания, чтобы она наоборот стекала. Ну вот и все, мои кисточки идеально чистые, надеюсь, что ваши тоже. И если у вас какая-то скептичная реакция, то я вас понимаю, потому что у меня тоже так было, когда я много лет назад узнала об этом методе и даже не стала его пробовать. И как жалко, как много времени я потеряла, что я так долго возилась с мытьем кисточек, когда это можно сделать в 10 раз проще. Поэтому обязательно попробуйте, вы абсолютно ничего не теряете, потому что средства все подручные. И напишите мне в комментариях, как вам понравилось. И вообще напишите, как вы моете свои кисточки. Может быть, вы знаете что-то не менее крутое. Мне нужен быстрый, эффективный способ. Я буду вам очень признательна. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И всем пока, до новых встреч на моем канале. Пока-пока!